Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем берет крючком с интересным узором. Берет связался на обхват головы 50-54 сантиметра. Крючки использовала 4 миллиметра и 3 миллиметра. Пряжа в 100 граммах 200 метров. Ушло 100 грамм. В скользящую петлю набираю 20 столбиков, стягиваю нить и замыкаю в круг соединительным столбиком. Три воздушные петли подъема. За это же основание провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. Переходим к следующему столбику предыдущего ряда. Его также провяжем лицевым рельефным столбиком. Провязали. Теперь между столбиками провяжем обычный столбик. И будем чередовать 2 лицевых рельефных столбика за столбики предыдущего ряда и обычный столбик между столбиками. Так и чередуем до конца ряда. 2 лицевых рельефных, обычный, 2 лицевых рельефных, обычный. Так продолжаем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. Следующий ряд. Начинаем увеличивать дно. 3 воздушные петли подъема. В это же основание провяжем столбик с накидом. Теперь провяжем лицевой рельефный столбик за лицевой рельефный столбик предыдущего ряда. Провязали. И следующий лицевой рельефный столбик предыдущего ряда также провяжем лицевым рельефным столбиком. А из столбика предыдущего ряда обычного сделаем 2 столбика. То есть провяжем 2 столбика с накидом с общим основанием. Таким образом, в этом ряду и в последующих рядах мы будем прибавлять обычные столбики между лицевыми рельефными столбиками. В каждом круге будем в каждом секторе прибавлять на 1 столбик. Так будем продолжать до конца ряда. То есть вязать 2 лицевых, 2 обычных, 2 лицевых, 2 обычных. И закончим ряд соединительным столбиком. Следующий ряд продолжаем наращивать наше дно. 3 воздушные петли подъема. В это же основание столбик с накидом. И еще 1 столбик с накидом. То есть в этом ряду между лицевыми рельефными столбиками у нас будет по 3 столбика. Лицевой рельефный столбик за лицевой рельефный столбик предыдущего ряда. Еще 1 лицевой рельефный столбик за лицевой столбик предыдущего ряда. Напомню, что на протяжении всего вязания дна лицевые рельефные столбики мы вяжем неизменно, а прибавляем обычные столбики между лицевыми рельефными столбиками. В каждом кругу, в каждом секторе прибавляем по 1 столбику. Так будем вязать до тех пор, пока у нас не свяжется дно нужного нам диаметра.
Дно связалось 24 сантиметра. Для рисунка я решила поменять крючок, взять не 4 миллиметра, а 3 миллиметра. Три воздушные петли подъема. Делаем 3 накида на крючок. Отсчитываем 3. В четвертый столбик прикрепляемся, провязываем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Отсчитываем, начиная с петель подъема. Опять делаем 3 накида на крючок. Следующий столбик провязываем лицевым рельефным столбиком с 3 накидами. Провязали. Еще 3 накида на крючок. И провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Теперь возвращаемся к первому столбику. Делаем 3 накида на крючок. И вот от того столбика, где мы делали 3 воздушные петли подъема, провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Провязали. Делаем 3 накида на крючок. И второй столбик провяжем лицевым рельефным столбиком с 3 накидами. Провязали. И теперь по аналогии третий столбик, 3 накида на крючок и провяжем лицевой рельефный столбик за третий столбик, который мы отсчитывали. Провязали. У нас получилась вот такая косичка. Вот такими элементами мы будем провязывать весь ряд. От последнего столбика отсчитываем 3 столбика и в четвертый начинаем провязывать. Провязываем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Повторяем элемент. Провязали. Делаем 3 накида на крючок. В следующий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Провязали. 3 накида на крючок. И в следующий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Половина элемента готова. Теперь возвращаемся к первому столбику и провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами за столбик, который мы отсчитывали первым. Провязали. Теперь еще 2 столбика последовательно. Лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Три накида на крючок. И за третий оставленный столбик провязываем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Получился еще один элемент. Такие элементы будем вязать весь круг. Так продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком.
Дошли до конца ряда. Провязываем соединительный столбик в третью петлю подъема. Закрываем ряд. Теперь соединительными столбиками пробираемся к выступающей части косички. Здесь я решила поменять цвет, чтобы было наглядно понятно. Меняю цвет, беру зеленый и ввожу нить. Делаем 3 воздушные петли подъема. Так, поменяли нить, 3 воздушные петли. Теперь делаем 3 накида на крючок и будем вязать вот за эти столбики. Лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 2, 3. Провязали. 3 накида на крючок. За следующий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 3. Провязали. 3 накида на крючок. И еще за следующий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 2, 3. Одна часть элемента готова. Теперь следующая часть элемента. Будем за выступающую часть косички вязать, но будем прикрепляться сзади, отгибая уже связанную часть. 3 накида на крючок. За первый столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 2, 3. Провязали. 3 накида на крючок. Лицевой рельефный столбик с 3 накидами за второй столбик. Провязали. 3 накида на крючок. И вяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Вот, еще один элемент готов. Это уже другой ряд. В этом ряду таким образом будем провязывать. 3 накида на крючок. Столбик лицевой рельефный с 3 накидами. 3 накида на крючок. Столбик лицевой рельефный с 3 накидами. Так, 3 накида на крючок. И за следующий столбик также лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Одна часть элемента готова. Теперь следующая часть. 3 накида на крючок, отгибаем провязанную часть и прикрепляемся к выпуклой части косички предыдущего ряда. За первый столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Провязали. 3 накида на крючок. И за второй столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Провязали. И за третий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. И получаем еще один элемент. То есть этот ряд так и продолжаем до конца. Закончим ряд соединительным столбиком. Так, провязала до конца зеленый ряд. Прикрепляюсь соединительным столбиком к петлям подъема.
этого ряда, извиняюсь. К петлям подъема прикрепляюсь соединительным столбиком. И теперь с соединительными петлями прохожу по выпуклой стороне косички для того, чтобы начать следующий ряд. Здесь опять меняю нить на бежевый цвет. Делаю 3 воздушные петли подъема. И вяжем точно так же, как первый ряд. 3 накида на крючок за выступающую часть. За первый столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Провязали. За выступающую часть предыдущего ряда, за второй столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Провязали. За третий столбик также делаем 3 накида на крючок и провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. Провязали. А теперь, как в первом ряду, делаем 3 накида на крючок, не отгибая часть провязанную. Уже спереди будем накладывать лицевые рельефные столбики с 3 накидами. Первый столбик лицевой рельефный с 3 накидами. Три накида на крючок. За второй столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. 2, 3. Провязали. И за третий столбик провяжем лицевой рельефный столбик с 3 накидами. И получим элемент. То есть здесь мы повторяем первый ряд. И если вы будете вязать пошире вот эту часть, то у вас будет повторяться. Вот зеленые и бежевые ряды будут вязаться одинаково. То есть бежевый ряд. Каждый бежевый ряд вяжем как бежевый, а каждый зеленый вяжем как зеленый. То есть здесь немножко отличается. Накладываем мы столбики сверху, либо отгибаем уже провязанную часть. Так вяжем до конца ряда, вот этот ряд, и заканчиваем ряд соединительным столбиком. Все как в первом ряду. После третьего ряда узора я решила уже провязать ряд столбиков с накидом, для того, чтобы уменьшить количество столбиков и уже начать вязать резинку. Вязала через столбик. То есть пропускала столбик и в следующий столбик вязала столбик с накидом. Таким образом у меня петли уменьшались. Один столбик пропускаем, в следующий вяжу столбик с накидом. Так вязала весь ряд. Таким образом у меня получилось 72 столбика. И уже можно было начинать вывязывать резинку. Вяжите ряд столбиков с накидом аналогично
пропуская столбик. Постепенно уменьшаем количество столбиков в круге. И закончим ряд соединительным столбиком. Теперь приступаю к резинке. 3 воздушные петли подъема и буду чередовать лицевой и изнаночный рельефные столбики. Буду вязать резинку 1 на 1. Лицевой столбик рельефный. Секунду. Изнаночный рельефный столбик. Изнаночный рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик за столбик предыдущего ряда. Изнаночный рельефный столбик. И так будем продолжать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. И далее будем вязать по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными столбиками будем вязать изнаночные, пока не свяжем резинку нужной нам высоты. Вот такой берет получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!